Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео я вам покажу один из самых простых способов нанесения декоративной штукатурки из обычной шпаклевки. Перед началом работ обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Для создания сегодняшнего варианта декоративной штукатурки потребуется однородная белая поверхность. Поэтому я перекрашу свой черный образец в белый цвет при помощи кварцгрунта. Если у вас основание выровнено финишной шпаклевкой, то вам не обязательно использовать кварцгрунт. Достаточно обычной грунтовки. Нанесли кварцгрунт, после его высыхания будем создавать фактуру из обычной полимерной шпаклевки. Кварцгрунт полностью высох, я уже развела полимерную шпаклевку с водой, сделаю ее не очень густой консистенции, чтобы она легко набиралась на валик. Набираю ее вот таким образом на валик, макаю его в ванночку и накатываю на поверхность. Сначала раскатываю, потом делаю легкую шубку. Такой вариант нанесения достаточно простой. Здесь главное, чтобы вам было удобно набирать шпаклевку из ванночки, поэтому выбирайте не очень большой валик. Таким образом заполняем 3-4 квадратных метра. Потом берем кельму и мокрую тряпку. Начинаем подглаживать уже подсыхающие места. Достаточно аккуратно это делаем, чтобы не начертить кельмой и не смазать рисунок. Закончили подглаживать шпаклевку, далее ждем ее полного высыхания. Шпаклевка полностью высохла, далее я ее покрашу водоэмульсионной матовой краской в серый цвет. Пока серый цвет сохнет, разведем акриловый глянцевый лак с золотистой краской. Добавляю процентов 10 краски и хорошо перемешиваю. Переливаю в ванночку, набираю на валик. Буду прокрашивать всю поверхность этой золотистой смесью. Теперь ждем высыхания лака в течение часа. Поверхность полностью высохла. Далее я ее покрою вот такой глянцевой акриловой эмалью, которую предварительно отколеровала в 2 необходимых оттенка. Наносить я ее буду при помощи такой губки. Необходимо на одну часть губки нанести один цвет, на вторую часть губки второй цвет. Приставляем губку к поверхности строго вертикально и делаем волнообразные движения.
Так продолжаем заполнять всю поверхность. Прокрашиваются только верхушки фактуры. Закончили нанесение. Сейчас я сниму скотч с краев образца и подведу итоги. Получился очень простой и бюджетный вариант декоративной штукатурки. Техника нанесения легкая и не требует особых навыков работы с декоративными материалами. Обычным валиком накатываете равномерную шубку, слегка приглаживаете и все, фактура готова. Дальше можно использовать любимые оттенки для покраски рельефа. Я показала, как при помощи губки можно нанести два цвета и сделать плавный переход между ними. Этот способ покраски можно применить и в других вариантах декоративной штукатурки. Он прост и удобен. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До новых встреч!